как на самом деле жило большинство советских граждан в сталинские годы. Фанаты СССР, ватники читатели книг про попаданцев любят рассказывать о том, что при Сталине все жили в светлых и просторных пятикомнатных сталинках, которые к тому же выдавались всем совершенно бесплатно, стоило только попросить. На самом деле картина массового советского жилья была несколько иной. Хорошие квартиры в новых домах были доступны только небольшому проценту руководящего класса советской номенклатуры, а большинство советских граждан жило в коммунальных квартирах, а также в деревянных бараках. И такая ситуация оставалась до начала 1960-х годов, до начала эпохи Хрущева, когда начали строить плохонькое, но действительно массовое жилье, и когда появилась концепция каждой семье отдельную квартиру с удобствами. Причем в бараках жили далеко не только одни рабочие. Мой прадед, основатель Белорусского театра и профессор, сам немалую часть жизни прожил в таком бараке в районе нынешней улицы Мельникайте в Минске, и в нем же умер в 1952 году. Так что можно сказать, что в бараках жили буквально все слои населения. Откуда взялись бараки? Как стали появляться бараки? Сейчас об этом мало кто вспоминает. Но в 1920-е годы в СССР существовала практически частная экономика. Это были времена НЭПа. В эти годы роль государства в строительстве жилья была незначительной. Государство строило только дома для партийных работников, а строительство новых домов решалось самим населением через различные жилищные кооперативы, причем решалось достаточно успешно. Первые деревянные бараки стали массово появляться в начале 1930-х годов, когда НЭП был свернут и в целом были ликвидированы частные инициативы в экономике. В начале 1930-х сталинское правительство начало индустриализацию, в основном, создание ВПК ускоренными темпами, причем начало достаточно бестолково. В города тысячами сгонялись крестьяне. Население за счет них было увеличено где в 1,5, а где и в 2 раза. При этом программа индустриализации первых 5 лет не предполагала возведение более-менее приличного жилья, и людей стали селить в бараках. Чаще всего они возводились прямо возле предприятий, дабы минимизировать транспортные расходы. То, что окалина из заводских мартенов могла лететь прямо в окна жилых комнат, в те годы никого не волновало. Как именно регулировалось процентное соотношение благоустроенных отдельных квартир /коммуналок/бараков в разных городах? Это определялось возможностями финансирования на местах, а также наличие или отсутствие старого жилищного фонда. Скажем, в Санкт-Петербурге бараков практически не было, так как имелось большое количество старых квартир, из которых сделали коммуналки. В квартиру площадью 200-300 метров могло быть заселено до 15 семей. А вот в новых поселках, где возводились новые предприятия, жилье для рабочих практически сплошь состояло из бараков. В Москве тоже строили бараки. Скажем, брачное жилье для рабочих вплотную окружало мясокомбинат имени Микояна. Эти бараки стали убирать только в начале-середине 1960-х годов, уже много лет спустя после смерти Сталина. До 1960-х годов в столице великой ядерной державы люди готовили еду на дровах и ходили до ветра на двор. Как выглядели типичные советские бараки? Что представлял собой типичный советский жилой барак? Как правило, в здании был один вход, который располагался в центре фасада. Реже, при большой длине здания, входов могло быть 2 или даже 3. Чаще всего они располагались на равном удалении друг от друга. Высота потолков могла варьироваться от 2,5 до 3,5 метров. Чаще встречалась высота 2,73 метра. Чаще всего бараки были двухэтажными,
Возводить одноэтажное здание было экономически нецелесообразно. Затраты на фундамент коммуникации, а возводить деревянные здания выше 2 этажей по тем технологиям строительства было небезопасно. Направо и налево от центрального входа располагались длинные коридоры. На каждом этаже была общая кухня, одна или две, с рядом плит для приготовления пищи на твердом топливе, дрова, уголь, торф, а также с рядом раковин с холодной водой для умывания и мытья посуды. Больше нигде в доме воды не было. Далее по коридорам шли двери комнат. Комнаты были небольшими, средняя площадь около 12-15 метров. В каждой комнате жила отдельная семья. Все комнаты имели печь для обогрева жилища, причем где-то печь топилась из комнаты, а где-то из общего коридора, что делалось из соображений безопасности. Для группы бараков также существовала общая кубовая, где можно было брать горячую воду. Вот так выглядела печь в кухне. Туалетов в помещениях не было. Существовали отдельные уборные с выгребными ямами, рассчитанные на отдельный барак либо на блок из нескольких бараков. Ванны и так далее внутри тоже, разумеется, не было. Мыться полагалось в бане, которая могла просто находиться поблизости либо возводиться отдельно вместе с брачным поселком. Уже ближе к временам распада СССР жители бараков стали самостоятельно обустраивать в помещениях ванные комнаты, так и не дождавшись переезда в нормальные квартиры. Внешние стены бараков, как правило, были деревянными. Иногда в местах с повышенной влажностью и ветрами внешние стены могли отделать штукатуркой. В этом случае задействовались те же технологии, что и при внутренней отделке помещений. На деревянные стены крест-накрест набивали дранку, которую в свою очередь замазывали штукатуркой. Вот пример такой отделки фасада. Под отвалившимися кусками штукатурки можно хорошо разглядеть весь технологический процесс. В регионах с относительно развитой промышленностью бараки могли возводить из кирпича или из шлакоблоков, получаемых из спрессованной отработки из заводских печей. Они выглядели чуть получше, чем деревянные. При этом, несмотря на относительно презентабельный внешний вид, в своей проектной части здания оставались все теми же бараками. Такие здания, которые были построены из силикатного кирпича, жилые квартиры представляли собой одноконную клетушку с кухонькой в коридоре, в которой была только холодная вода. Ванных в здании не было вообще, туалеты на улице. А знаете, что самое ужасное в этом всем? Что в этих домах даже сейчас продолжают жить люди. В интернете полно фоторепортажей с вполне себе обжитых бараков, которые были построены еще в довоенные времена. Фактически, люди продолжают жить в неблагоустроенном жилье, которое было по проекту рассчитано на 20-30 лет. Здания где в 3, а где и в 4 раза уже превысили свой проектный срок жизни. Внутри все отваливается и разваливается. Кухня кое-где выглядит вот так, а вот так. Жилые комнаты. Люди, конечно, пытаются как могут навести уют, но это получается далеко не всегда. Да и о каком уюте можно говорить, если уборная находится на улице, а ванной в доме нет вообще? Во многих российских городах бараки до сих пор успешно существуют и сегодня. Люди продолжают в них жить, прописываться и покупать комнаты. Такие дела.